Добрый день, друзья! Сегодня займемся пересадкой одной из моих новых орхидей. Это зигопеталум. Но хочу ответить на несколько вопросов или несколько вопросов объединить такую в одну общую тему. Небольшое отступление от посадки. Рядом у меня находится анцидиум и котлея. На примере этих орхидей немного о их жизни, пересадках. К моему сожалению, у меня нет катасетума. Наверное, проще называть его морковкой, мы его все так называем. Дорогая орхидея, и очень часто вы спрашиваете, что же с ними делать. Недавно был вопрос от одной или от одного из моих подписчиков как раз-таки про морковки. Корни потемнели, стали гнилыми, коричневыми. Разобрали, обработали Максимом и поставили в воду. Нельзя ни в коем случае вот с такими бульбовыми орхидеями, давайте я их буду называть все бульбовыми, потому что у котлеи, у анцидиумов, у зигопеталумов, дендрофаленопсисов, камбрий, мелькиниопсисов, их бульбы называются по-разному. Цветут они по-разному. Разный период покоя. Одни выпускают корни, давайте, зигопеталум, например, сначала выпускает цветок, вот новый рост, потом цветок, потом только после этого он формирует бульбу. Вот есть разница в этих во всех орхидеях. Вот именно там по содержанию, по уходу, по температуре даже, в какой их нужно содержать. Сюда же относятся и цимбидиумы, кстати. Но цимбидиум в меньшей степени, у него большие белые толстые корни. А вот эти все орхидеи, и даже которые я еще не назвала, но вот с такими же бульбочками, вот у них есть разница, то, о чем я сказала, но есть и одинаковая. У них у всех одинаково тонкие корни. Вот на примере котлеи я и хочу вам показать, какие у них тонкие корни. Ну, естественно, у этой будут еще потоньше корни, но строение корня у них одинаковое. А вот разница может быть в том, вот смотрите, на котлее новый рост. Кстати, у меня все котлеи вот так всегда плачут. Никаких вредителей на них нет. Скорее всего, это агутация. Даже на цветочках бывает вот такая кругленькая роса. Это не вредители. Ну, я называю мои котлеи всегда плачут. У всех абсолютно происходит одинаково. Так вот, смотрите, что же делают котлеи. Она сначала выпускает вот такой рост. Потом из этого роста цветет. И только потом выпускает корни. Вот как на этой. Был цветок, она отцвела, и вот только-только сейчас пошли расти новые молодые корешки. А потом, после цветения, она еще и хорошо наливает бульбу. Но бывает во время цветения, бывает после цветения. Что делает анцидиум? Анцидиум дает маленькие росты после цветения, наливает из них хорошие бульбочки, прямо такие толстенькие. Бульбочки не должны быть сморщенные, бульбочки должны быть вот такие толстенькие. И потом дает цветоносики. Вот они, маленькие цветоносики. Вот еще один цветонос. Это будет ее первое домашнее цветение. Ссылочку на то, как мы пересаживали его в лодочку. Это 2 кустика. На этом тоже кустике уже есть цветоносики, но они просто поменьше. Здесь еще не все бульбочки стали бульбочками. И вот когда она наливает эту бульбочку, тогда она растит корни. Раз пошли цветоносы, значит, корешки уже там есть.
Зигопиталум, почему я его хочу пересадить? Он только растит новый рост, молодые корни уже пошли. И молодые корни висят высоко. Поэтому срочно нужно пересадить, чтобы дать питание этим корням. Зигопиталум я не только пересадить хочу, но хочу еще и разделить. А что же объединяет эти все растения? Все вот такие бульбовые. Да то, что корни отпускают новые и молодые, а не только вот от этих растущих молодых бульб. Старые корни со временем погибают. Причем это время может быть очень коротким. Вот сейчас, если я вам смогу показать в горшке, здесь видны корни, и они гнилые, черные, ну коричневые, скорее всего. Вот видны корешки от старой бульбочки. Вот чуть-чуть их здесь видно из грунта. Они обязательно погибнут. И старые бульбы питают новые молодые растения. Поэтому, когда вы разбираете такое растение, катасетум или котлею, я никогда их не разбираю для того, чтобы обработать корни максимум. Это бесполезно. Есть новый рост, значит будут новые корни. Старые все равно погибнут. Их разбираю только для того, чтобы пересадить. Я вам даже как-то рассказывала, у меня так любят коты погрызть листья котлеи, и сколько раз они мне сбрасывали их с подоконника. Один год был какой-то такой интересный, что я каждый месяц пересаживала котлеи. Просто приходишь, 3 горшка сброшенных. Собираешь опять этот грунт в горшок. Это даже не повредило им, они цвели лучше от этого. Но в любом случае корни идут только от молодых ростов. И когда я вынимала, вот сбросили коты, я вынимаю, убрала эти все старые корни и опять посадила с этими бульбами и с новыми растущими корнями. Вот так происходит в природе. Корни маленькие, тоненькие, они не нуждаются в обработке максимум. Потому что вы никогда не заставите старую бульбу выпустить новые корни. Давайте пересаживать. В какой грунт я хочу посадить зигопиталум? У нас в продаже появилась вот такая кора. Купила я ее в Ашане. По цене она дешевле орхиаты, но по виду хорошая, ну просто хорошая, хорошо обработана. Ее уже обеззаразили, убрали из них жучков, которые там могут быть короедики и все остальные, личинки, жучки, все это вот кора, пригодная для посадки. Я буду делать для зигопиталума смешанный грунт. Кора, керамзит, циафлора и пеностекло. Вот здесь точно такая же посадка. Посмотрите, как хорошо откликнулось растение на вот такой смешанный грунт. Делаем такой же смешанный грунт примерно в равных количествах. Ничего на весах не отмеряю, просто стакан того, стакан того, стакан того. Все делаю на глаз. Я его вчера поливала, вот так замачивала горшочек в водичке, поэтому здесь что-то от субстрата. Аккуратно вынимаем. Есть проросшие корни. Ну, попробуем аккуратненько вытащить. Так, этот корешок у нас выходит, а вот этим придется просто пожертвовать. Так, что-то тут еще цепляет. И теперь смотрим, какие корни у зигопиталума. Вот эти темные корни, а вот молодые корни хорошие. Я не буду вот так разбирать его здесь, потому что вот этот субстрат, он у него очень влагоемкий. Его проще
чтобы не повредить вот эти тоненькие корешки, можно в тазик налить водички, можно под краном помыть. Я просто пойду это и все смою под краном. Что мы видим после того, как я промыла орхидею водой? Изначально посажена в мох. Вот это материнское растение, вот эти 3 бульбочки, вернее, тут 2 бульбы и 1 новый рост. А это пошли детки. У зигопиталума чаще растут детки выше, выше и выше. Но в природе они могут прикрепиться куда-то, а здесь мы такую башню устраивать не будем. Поэтому убираю, пытаюсь убрать моховой стакан. Хотя он тоже не мешает жизни орхидеи. Корни очень ломкие, поэтому при таких пересадках всегда приходится жертвовать какими-то корнями, может быть, даже и бульбочками. Что же нам нужно здесь сделать? Нам нужно вот его ризому, вот так он растет на ризоме, это корневище, называемое ризомой, надо разделить пополам, но не разрывая, а разрезая. Это называется деление орхидеи. Сейчас мы увидим. Вот здесь, вот в этом месте, нужно оставить 3 бульбы здесь, 3 бульбы там. Какими-то корнями пожертвовать все равно придется. Инструмент должен быть обязательно обеззаражен, обработан какими-то спиртовыми настойками или просто чистым спиртом, или, может быть, водкой, но должен после этого высохнуть, чтобы весь спирт испарился. Режем корневище, ризому, надрезаем ее. Нож острый, но режется тяжело. Вот, все. Вот мы разрезали. Корни так срослись, что распутать их будет сложно очень. Я опять это пойду попробую сделать в воде. Но срезы нужно обработать. Обрабатываю перекисью водорода. Для того, чтобы срез подсох, можно обработать и молотой корицей. Или толченым углем. Освещение здесь не очень хорошее. Я набрала в раковину воды. Видите, даже еще грязь плавает от этого мха. И даю постоять корням буквально минут 10. И в воде они расплетаются. Вот смотрите, я прямо в воде их руками аккуратно расплетаю. Они менее ломкие в воде. Ну, грязно тут, ну что сделаешь. Бывают и такие сложные пересадки. Особенно расплетание этих корней. Вот здесь большое количество корней, поэтому здесь придется повозиться подольше. Процесс расплетения 2 корней орхидей занял почти полчаса. Поэтому показывать весь процесс не имеет смысла. Это новый рост, который мы будем пересаживать. Этот я тоже посажу, но просто не буду показывать вам на камеру. Какие я корни убираю? Вот такие корни, с которых снимается веломин. Вот такие коричневые корешки, которые не нужны. Вот это старое. Это моложе, которая цвела, а это новый рост. Эти корешки от старой бульбы потихоньку начинают пропадать. Но так как корней здесь не очень много, но новый рост дает большое количество корней, эти корни, вот те, которые снимались, я сняла. Вот такие.
Но эти корни я оставляю для того, чтобы орхидее было удобно держаться в горшке. С этой поступлю точно так же. Вот эти старые коричневые корни обрежу и оставлю вот эти молодые новые корешки. Здесь тоже есть рост. Вот он. От него идут малюсенькие корешки. Вот они маленькие. И тоже при посадке они быстро начнут свой такой активный рост. А вот это все можно убирать. Оставить только те корни, вот эти светленькие, с которыми она будет хорошо держаться. Эту я не буду показывать вам посадку, а вот эту мы сейчас с вами посадим. Мне очень нравятся вот эти именно белые горшки. Причем они разного размера. Вот этот 2-литровый. Такие орхидеи можно и даже нужно посадить в непрозрачный горшок, потому что их корни не участвуют в фотосинтезе. Вставка прекрасно сделан горшок, мне очень нравится, очень удобно вынимать его. Как нам ее нужно посадить, как мы их сажаем? Показывала старая бульба, молодая и новый рост. Ризома растет в эту сторону, то есть вот этот длинный корень, по которому она будет расти и дальше выпускать новые росты, он растет в эту сторону. Значит, мы стараемся не в середину горшка его посадить, а в край горшка и оставить место для молодых ростов. Грунт сухой, корни мокрые. Вот такой грунт у меня получился. 4 компонента в этом грунте. Если вам кажется, что крупная кора, знаете, эта кора ломается, можно сделать помельче. Все, засыпаем. Причем я засыплю немножко ниже уровня горшка, потому что каждый новый рост будет опять подниматься, и чтобы была возможность досыпать. Новые росты вырастают, старые погибают. Старые бульбы обязательно отдают все новым ростом. Они для этого и созданы, запасать вот в этой бульбочке влагу, микроэлементы, все. Они отдают новому росту и потихоньку погибают. Я последний слой всегда укладываю керамзит. Наверное, мне просто это нравится больше с эстетической точки зрения. Пока я сажала, я вам рассказывала, как погибают бульбы. Сейчас покажу. Вот погибшая бульба. Вот так она высыхает. Ее убирать не надо. Она совсем станет тонкой корочкой. Когда полностью себя отдаст, тогда я ее просто отсюда вырежу. Вот эта бульбочка сухая. Вот эти листики с бульб тоже отпадают. Но они держатся год-два, у кого быстрее, у кого дольше. Но они тоже умирают. Остаются одни лысые бульбы, как я их называю. Но здесь, вот по этой бульбочке как раз таки видно, что все листики отпали с нее. И осталась одна бульба. И вот бульба до конца усыхает, отдавая всю себя новым своим деткам. Так будет и здесь. Сегодня я не буду поливать. Потому что корни там влажные, пусть сейчас там что-то стабилизируется. Полив будет только завтра. Полив точно такой же, как для всех растений. То есть я наливаю сюда воду, вот так примерно.
Даю постоять 10-15 минут, чтобы напитался грунт. Потому что здесь вот бульбовым, всем бульбочкам, пусть я уж так буду их называть, не буду называть каждого по имени, каждую бульбу по имени, псевдоклубень и так далее, им нужен более влагоемкий грунт. Для этого я и делаю такой смешанный грунт. И органику, и неорганику. Видели, когда разбирали горшок, какой там влагоемкий грунт? Там вообще влага. И им не нужно, вот этим корешкам не нужна сильная просушка, как фаленопсисам. У них всегда должен быть немного влажный грунт, не мокрый. Не вот такой, с него не должна течь вода. Но он должен быть немного влажный. Тогда они очень хорошо растут. И еще можно наблюдать, хватает растениям или нет влаги, вот именно по этим бульбам, псевдобульбам. Их по-разному называют. Псевдобульбы, бульбы. Вот когда такая хорошая бульбочка, толстенькая, гладкая, без морщиночек, значит, растению все хватает. И еще, если вот такие складочки на листиках, значит, растение обязательно получило нехватку влаги. Как только вот эти листики начинают складываться в гармошечку, значит, не хватает влаги. А так должны быть вот такие красивые листики. Ну, как на этом, так же и на этом. Это касается всех. Вот таких бульбовых орхидей. Понаблюдаем, зацветет или нет. Но думаю, что в этом году, может быть, и не зацветет. Выпустит этот рост до конца. Хорошо бы, чтобы он налил после выпуска роста бульбочку. А уж следующий рост будем ждать цветения зигопеталума. Вторую часть я тоже посажу точно в такой же горшочек, точно такая же посадка. Будем за ними двумя наблюдать. Остались вопросы? Задавайте. До новых встреч. Увидимся на канале.